типы и виды ордеров бывают, как они влияют на цену и формирование стакана биржевого. Также хочу сказать, что без понимания этих элементов, а это все называется полностью микроструктурой рынка, невозможно введение в объемный анализ рынка. Без На дан- того, что сегодня мы рассмотрим, просто невозможно анализировать объемы, понимать объемы, искать в объемах умные деньги, либо крупных игроков, ну и так далее. Для начала, как я уже говорил видео про ценообразование и ликвидность, цена на рынке всегда формируется двумя сторонами участников. С одной стороны это у нас продавцы, цена ask либо offer. С другой стороны это покупатели, цена bid. В стакане цена bid определяет уровень, по которому покупатели готовы купить данный актив, например, биткоин. И, конечно же, в стакане будет определенное значение здесь стоять. Конечно, то, что я сейчас показал пример стакана, это гипотетический пример. Данное значение, которое находится в колонке бит, оно, как правило, очень резко меняется, плавает, потому что ценообразование, особенно во время активной торговли, во время новостей, когда очень высокий ажиотаж, здесь цена меняется просто молниеносно. И это нужно понимать. То есть данный стакан мы смотрим, как будто это некий а, срез времени, как будто мы заморозили рынок и анализируем, что же было в момент заморозки рынка в стакане. То есть у нас по цене бит есть некое количество ордеров, ожидающих исполнения. Это цена покупателя. И в колонке Ask Offer у нас есть некоторое количество ордеров, которые ожидают исполнения своего. Это колонка продавцов. По Они, правилам биржи лимитные ордера сводятся с рыночными. То есть для того, чтобы данный продавец смог продать свой товар по цене рыночной, которую он выставил, то есть по значению этой цены, надо, чтобы был бы какой-то контрагент ему, покупатель, который бы, используя рыночный ордер, выкупил у него этот актив по этой цене, в том объеме, который он выставил. Получается, что для того, чтобы сводились эти типы ордеров, нам нужны еще два типа ордеров. Да, может быть, сейчас это выглядит сложно, но я попытаюсь объяснить это подробно. То есть у нас есть с одной стороны отложенные ордера, которые, как правило, находятся в стакане. И с другой стороны, у нас есть рыночные ордера, которые исполняются всегда здесь и сейчас. То есть это рыночный приказ, который должен моментально исполниться по рыночной цене. И получается, что цена формируется взаимодействием двух этих основных типов ордеров. Сами по себе отложенные ордера делятся уже на лимитные, стоп-лимитные и стоповые. Но рыночные ордера имеют только два значения. Это купить и продать. Они исполняются максимально быстро, здесь и сейчас. Отложенный ордер может быть как исполнен, так и вообще быть неисполненным. Поэтому по тому, как они влияют на цену, данная картинка показывает, как это происходит. Когда у нас есть цена, лимитные ордера покупателей являются поддержкой снизу, лимитные ордера продавцов являются сопротивлением сверху. Фактически это отражение уровней на графике, только между ними спред может принимать любое значение. Рыночные покупатели пытаются вот этими ордерами, байстопами пробить, соответственно, сопротивление и повести цену наверх. Рыночные продавцы sell-стопами пытаются пробить поддержку и повести цену вниз. Вот такой характер влияния рыночных ордеров имеет на текущую рыночную цену. Соответственно, если трейдер анализирует спрос предложения, как формируются объемы и прочее, 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 что мы будем разбирать в следующих видео, то получается, он может держать руку на пульсе рынка, определяя по стакану, например, какое количество здесь и сейчас есть покупателей и продавцов, и в какую сторону будет направлен дисбаланс, то есть перекос спроса и предложения.
И, соответственно, это будет давать ему огромное преимущество перед всеми теми, кто просто смотрит на цену, либо вообще использует индикаторы для прогнозирования рынка. А, Про отложенные ордера хочу добавить следующее. Отложенные ордера, как правило, используются не только для того, чтобы наполнить стакан, но это и метод фиксации прибыли. Крупные игроки, которые покупают товар дешево и хотят его продать подороже, они как раз таки и используют лимитные ордера как метод фиксации. Поэтому так важно понимать, что крупный игрок всегда покупает на падении, покупает, конечно же, лимитными ордерами, чтобы не влиять на цену, потому что мы уже разобрали, что рыночные ордера всегда влияют на цену, а если они очень большие, то есть эти заявки, то крупный игрок всегда будет получать плохую цену, плохую среднюю цену исполнения своего объема, который он хотел бы исполнить. А значит, это только лимитный, то есть покупать стараются крупные игроки лимитными ордерами и продавать пытаются лимитными ордерами. Это ключевая тема трейдинга, и любой, кто хочет заниматься трейдингом, должен знать, что такое фьючерс, как он работает, чтобы не терять деньги при торговле с этим инструментом. На экране вы сейчас видите определение фьючерса, и во всем этом определении я хотел бы подсветить слово «обязывающий». То есть ключевое определение данного термина, что это обязывающий контракт, обязывающий биржевой контракт. И на примере криптовалютного рынка фьючерсного я попытаюсь вам объяснить, чему вас здесь обязывают и что вас будет ждать, если вы не будете понимать, как работает этот рынок. Для начала я хочу сказать, что фьючерсы рождались как достаточно хороший инструмент хеджирования, это если история, чтобы продавец, производитель товара мог зафиксировать цену реализации. Вроде бы прекрасный инструмент, вы выращиваете пшеницу и за 3 месяца до реализации можете зафиксировать цену. То есть думалось изначально исключительно про производителя. А мир шел вперед, все менялось и появились расчетные фьючерсы. Расчетные фьючерсы никакой поставки под собой не подразумевают. Это не больше, чем, ну, условно говоря, игра на деньги, где вы фиксируете прибыль в карман, если цена идет в вашу сторону, и, соответственно, теряете, если против вас. И именно в основе всего этого лежит работа фьючерсного рынка. Мы сейчас будем на этой механике определять, как же он работает и на что нужно смотреть при анализе фьючерсов. Для начала нужно помнить и отдавать себе отчет, что фьючерсы – это очень рисковый финансовый инструмент. Очень огромный риск, потому что очень огромная волатильность. А на криптовалютах так вообще. Эта волатильность, конечно же, неспроста берется, так как криптовалютные рынки пользуются сумасшедшей популярностью, и сюда приходят все от домохозяек до учителей, ну, то есть вообще все за легкой наживой, то это создает огромный приток спекулятивных денег. На акциях, как правило, нет ничего подобного. Там сидят скучные участники рынка, которые постоянно пересчитывают внутреннюю стоимость, позиции дивидендной доходности. В общем, рынок там, по сути, не живой. А вот фьючерсы, огромное количество денег, все хотят купить, все хотят заработать, эти деньги приходят на рынок, и здесь они перераспределяются. Мы сейчас будем подробно объяснять, обсуждать, как это происходит. Так вот, мы уже узнали, что фьючерс – это обязывающий контракт. К чему он вас обязывает? Он вас обязывает к тому, что если вы покупаете фьючерс, например, вот простой пример, биткоин купили по 71 тысячи, цена в моменте гипотетически падает до 50, вы на своем контракте теряете 28% от стоимости здесь и сейчас. Почему это происходит? Вообще, почему на криптовалютных рынках можно видеть часто такую огромную волатильность? Все очень просто. Если понимать, как устроен биржевой рынок, то у фьючерсов есть банки-маркетмейкеры, те, которые дают двойную вам котировку. Вы об них можете как купить биткоин, так и им продать биткоин. Здесь и сейчас, пожалуйста, если вы
делаете это относительно небольшим объемом, то исполнение будет моментальное, вы даже на цену не повлияете. То есть маркетмейкеры обеспечивают рынок достаточной ликвидностью, чтобы вы в любое время по любой причине могли либо купить, либо продать. Теперь у маркетмейкера есть как бы, ну, можно сказать так условно, свой портфель. Если у него будет перекос по портфелю, то это, конечно, его будет к чему-то подстегивать. То есть, если все будут сейчас активно покупать в уровень, ну, предположим, гипотетически, это создаст огромную чистую позицию лонг по фьючерсной позиции. Маркетмейкеры, конечно же, подставятся в шорт, потому что там, где все покупают, продавать некому, и, понятно, это будут делать банки, как минимум по договору с биржей. Они обязаны, ну, где-то сглаживать дисбаланс спроса и предложения за комиссии. То есть это их работа, они как наймочки. Работают, их нанимают, они выполняют свою работу. Но в то же время маркетмейкер в этом увидит свою выгоду. Если он подставляется под желающих купить, у него формируется шортовая позиция. У желающих купить лонговая. Теперь, теперь все сводится только к одному. Куда пойдет цена? Если цена идет вниз, маркетмейкер счастлив, понятно, и цена и пойдет вниз. А те, кто купили у него, понятно, будут очень-очень расстроены. И чем сильнее и дальше пойдет рынок вниз, тем в большем финансовом выражении будет расстройство тех, кто имел неосторожность купить у нашего маркетмейкера. То есть, простыми словами, маркетмейкер будет маркетмейкеры, это сейчас не суть важно. То есть я в концепции Smart Money, видео у меня на канале объяснял, что это в каком-то смысле собирательный образ, и тут не нужно думать, что есть вот глобальный кукловод, который тут все рисует. Есть просто профессиональные участники рынка, которые работают по такой механике, и все. Не нужно про теории заговоров. Но сам смысл. Чем дальше цена уйдет против вашей позиции, тем больше денег уйдет в рынок. И биржа CME очень часто публикует количество ликвидационных позиций фьючерсных, как в шорт, так и в лонг. Это все суммы в сотни миллионов и миллиардов, то есть новости открыты, вы можете сами в этом убедиться, тут никто ничего не придумывает. И очевидно, что эти деньги уходят в рынок. То есть денежки спекулятивные пришли, по механике рынка перераспределились, начинающие новички ушли с убытками, профессионалы, понятно, счастливы. Когда вы купили биткоин здесь, продолжаем идею с обязательством, чтобы вам выйти с рынка, вам нужно будет его продать. То есть закрыть контракт – это продать его по рынку. Очевидно, купив его по 70 тысяч, маркетмейкер здесь уберет любую поддержку свою, то есть в стакане на бедах вообще не будет ликвидности, не будет контрагента. И вот этот весь пул объема прокатит цену до тех пор, где маркетмейкер снова не решит это все откупить. Откупить это может он, ну, как я уже на примере, на уровне там, по 27% с дисконтом к вашей цене покупки. То есть он будет покупать там рынок остановится, вы зафиксируете по той цене огромный убыток, маркетмейкер там зафиксирует свою условную прибыль, и все, и дальше жизнь продолжится, биткоин, скорее всего, пойдет в рост. Ну, потому что если маркетмейкер купил, то рынок можно уже назвать сильным. То есть обязательство ваше состоит в том, что вы должны ликвидировать еще свой убыток. Это на спотовых инструментах, где нет торговли с плечами, где нет маржинальной нагрузки, вас никто не обязывает продавать. Там вы купили и можете хоть забыть на 10 лет, а через 10 лет вернуться и увидеть, что биткоин, например, стоит полмиллиона. Обрадоваться и стать немножечко богаче. То на фьючерсах так не пройдет. Рынок могут обваливать до тех пор, пока у вас не хватит никаких денег. Потому что чем ниже цена опускается, тем больше денег ваших уходит в рынок. И это все может быть в моменте. Нет никакой регуляции, напоминаю, никто там за руки их не возьмет. Дикий запад в чистом виде. Поэтому надо потерять 30% или 50%. Потеряем без проблем в стоимости, если это принесет большие спекулятивные прибыли.
а потом все восстановится, ничего там страшного не будет. Как выглядит продажа? То есть с покупкой мы поняли, что если вы покупаете по макушке, то продавать вам придется по дисконту. Маркетмейкер продаст вам с наценкой, а купит по дисконту, и вы здесь в убытках будет. Как работает продажа? Продажа это такое же обязательство. Если вы продаете сейчас фьючерс, вы и еще вместе с вами полмира, то есть создаете огромную чистую спекулятивную позицию в шорт, то маркетмейкер вынужден будет подставляться. Ну а кому же еще, как не ему? Это он может сделать в диапазоне, может вообще цену не двигать, то есть просто выставит айсберг и все, и удержит в стакане рынок от падения. Ну, так как у него денег больше, чем у обычных ритейл-трейдеров, поэтому тут ничего удивительного. Спрос перекроет предложение. И потом вы увидите, как цена уверенно начинает расти против вас. Чем больше она растет, тем более счастлив маркетмейкер, тем вы в большем разочаровании. И самое главное, она будет расти безоткатно до тех пор, пока у вас не закончатся деньги на счету. Хороший пример, те же новости, публикуемые биржей CME, как против тренда, когда биток рос ракетой, сколько там было ликвидировано шортовых позиций. То есть это все факты, что торгуя против рынка, вы торгуете не против какой-то цены, а торгуете против банков, по сути, которые заинтересованы в том, чтобы выбить у вас как можно дальше от вашей нулевой ликвидации. То есть здесь вы продали, их задача поднять цену максимально высоко, чтобы вы потеряли как можно больше. А обязательство ваше в данном случае будет выглядеть следующим образом. Открыв фьючерс в шорт, я напоминаю, что вы берете в контракте на шорт биткоин, который вы продаете по рынку, но у вас есть обязательство его вернуть бирже. Соответственно, чем выше цена, тем по более дорогой цене вам его нужно откупить, чтобы отдать обратно бирже. Ключевое слово «откупить». И вот там, где будет огромная спекулятивная позиция в шорт, маркетмейкеры продавать будут максимально высоко. То есть в стакане на стороне асков, на стороне офферов, то есть предложения, не будет никакой ликвидности. То есть цену будет мазать просто в космос. Именно потому, что им выгодно, что чем выше цена, тем больше вы теряете. Вот примерно такой принцип и такая механика. Конечно, в каком-то смысле это очень жестокий бизнес, это нужно понимать. Ну, а что ж, как говорится, вы хотели, не ходите, дети, в Африку гулять. Это вот еще нас в детстве учили, потому что злобный дядя маркетмейкер. Ну, понимаете, я надеюсь, что под иронией, ну, под маркетмейкером имеется в виду консенсус профессиональных денег, но именно так они работают. Просто по-другому у них нет возможности работать и обдирать вас как липку. Это единственный способ делать свои сверхприбыли. На этом все. Я надеюсь, данная лекция по фьючерсам была полезной, особенно для начинающих. Объемный анализ рынка позволяет видеть сделки крупных участников. То есть в конце этой лекции напоминаю, что объемный анализ рынка, я сейчас покажу, например, на биткоине. То есть если мы анализируем объемы, то мы видим цены, где крупные участники были заинтересованы в рынке. То есть объем это всегда реакция на цену. И вы можете часто увидеть на рынке, как от объемов цена резко разворачивается, потому что профессионалы входят в рынок, они заинтересованы были ценой. Ну и размер их позиций, я думаю, нетрудно увидеть, они выделяются среди всех остальных. Ваша задача ключевая – это научиться покупать дешево, продавать дорого. Как правило, дешево и дорого на рынках являются вот эти самые технические уровни, которые большинство используют в техническом анализе рынка. Ну, точнее даже сказать диапазоны, потому что уровень это просто цена, а реально это не цена, а некий диапазон цен, которые рассматривают трейдеры для принятия своих решений. Так вот, если цена ходит в боковом движении, то у нас нам рынок говорит через это, что есть цена дешево
и есть цена дорого. Умные деньги покупают дешево, продают дорого. И ваша задача научиться покупать дешево и продавать дорого. В то же время нужно понимать, что многие торгуют фьючерсами. Фьючерсы — это производные от базового инструмента, который позволяет вам также открывать короткую позицию. Что такое фьючерсы, мы, конечно же, разбираем в рамках обучения. Вкратце, как я уже сказал, это производный инструмент, где вы можете работать в две стороны. Простыми словами выглядит это следующим образом. Предположим, вы хотите вот этого всего, движения еще не было, Трамп еще не выступил, и вы хотите заработать, потому что вы спрогнозировали снижение рынка. Неважно каким способом, сам факт. Но как можно продать то, чего нет? Вот фьючерс как раз таки решает эту проблему. Вы берете, условно говоря, через фьючерс у биржи некий залог, заключаете условный контракт, в котором биржа вам обязуется предоставить этот биткоин, в данном случае по цене пусть там 123 тысячи долларов, с условием, что вы обязательно вернете ей биткоин. То есть для биржи все равно, по какой цене вы его купили, продали, ей главное, вы у нее заняли, вы ей и верните. Это очень грубо, но дает понимание, что происходит. Вы получили от биржи в рамках этого контракта биткоин. Он у вас есть по 123 тысячи. Вышли новости, либо просто цена опустилась, и биткоин стал 108 тысяч долларов. Был 123, стал 108. Вы выходите на рынок, закрываете свой контракт, и выглядит это таким образом, что вы покупаете на рынке тот самый биткоин, который одолжили, отдаете его бирже, а разницу, которая составляла, которую вы получили, ложите себе в карман. Ведь вы продали биткоин по 123 тысячи долларов, у вас есть 123 тысячи долларов на руках, но нету биткоина, который нужно отдать бирже. По 108 тысяч вы его покупаете, у вас есть уже этот биткоин, отдаете его бирже и разницу ложите себе в карман. Вот такая методика у работы фьючерсов. Очень грубо, но очень наглядно. Вы работаете с тем, чего у вас нет, берете это в залог, и на разнице цен вы зарабатываете прибыль. Так вот, умные деньги, крупные деньги работают таким же схожим методом. Они покупают дешево, продают дорого, откупают дешево, и так до бесконечности, так по кругу. Пока либо внутренняя стоимость инструмента не изменится кардинально, и цена из бокового движения уйдет в тренд, либо в рост, либо в падение, и будет в этом тренде находиться, пока снова на рынке что-то не изменится. Время часовых поясов, либо когда лучше всего торговать на рынке. Так получается, что для начинающих, которые приходят на рынок, им в принципе все равно, так как цена дергается вроде бы круглые сутки, и все равно сейчас день, ночь, вечер, утро. А на самом деле в этом всем есть очень большой смысл. Во-первых, я хотел бы отметить, что европейская и американская сессия — это самые волатильные часы работы рынка. Самые большие объемы проходят во время, когда Европа пересекается с европейская сессия пересекается с американской сессией, максимальные обороты, банки обрабатывают заявки клиентов, то есть это очень насыщенное время, очень волатильное время и очень время больших объемов. Если вы изучаете объемный анализ рынка, то вы можете заметить часто, что в эту сессию протекают одни из самых больших объемов по рынку, но это не удивительно, потому что максимальная активность, самое активное время. Что хочу также сказать, что ключевые новости очень часто выходят перед американской сессией. То есть Америка только-только просыпается, и перед ней уже часто выходит нон-фарм, это очевидно 15:30, и подобные ей новости. Поэтому я бы хотел отметить, что начинающим трейдерам было бы очень выгодно разделять для себя часы работы. Так как Азия и Тихоокеанские часы, они не волатильные, вы можете посмотреть по объемам, торговля идет минимальная. Если взять разрез дня, то Азия и Тихоокеанские, он практически цена стоит, нету торговых никаких, не проходят никакие операции, соответственно, объемов нет. И это говорит о том, что нет смысла сидеть круглые сутки перед монитором. Это первый плюс. Второй плюс. В начале европейской сессии очень часто можно видеть, если сессия будет трендовая,
то перед тем, как начнется европейская сессия, как правило, рынок, ну не рынок, а понятно, маркетмейкеры рынка делают ложный накол. Они выбивают либо заманивают на неверную сторону рынка. Это тоже очень часто можно проследить. Поэтому ключевой момент начала европейской сессии хорошо смотреть на наличие ложных выходов, чтобы торговать, понятно, в противоположную сторону. И начало американской сессии. Также хороший лайфхак. Если европейская сессия в боковике, то будьте уверены, что с огромной долей вероятности Америка будет очень трендовой. Не часто, конечно, бывает, что Европа просто стоит, но периодически так тоже бывает. Знайте, что готовится тренд, поэтому разделять в торговле время на часовые пояса очень выгодно, и многие опытные этим пользуются. Какие бывают торговые платформы, зачем они нужны, их функционал и назначение. Для начала нужно себе напомнить, что если ты когда-то видел старые фильмы, то ты мог видеть, что, как правило, клиент, который хотел купить или продать акции на бирже, он звонил своему брокеру по телефону и говорил: покупаю, продаю, ну и прочие операции. Конечно, с тех пор уже очень много времени прошло, технологический прогресс скакнул, и сейчас мы уже не звоним брокеру, мы просто в телефоне, либо на компьютере, в терминале просто открываем сделки. Но суть от этого никак не изменилась. Торговые платформы несут то же назначение, что и в прошлом телефон. Задача дать приказ брокеру на исполнение торговой операции. И именно торговые платформы решают эту задачу. Ты всегда можешь видеть у себя в торговой платформе, если, например, ты торгуешь через брокера, как правило, все брокеры выпускают свои личные торговые платформы, а есть специализированный софт. И они немного отличаются друг от друга, но по порядку. В первую очередь ты видишь у своего брокера обычный простой терминал, где есть кнопка «Купить и продать». Та же задача, что и с телефоном. Ты приказываешь брокеру от своего имени списать деньги с твоего счета и купить актив, который тебя волнует. За это отвечает кнопка «Купить». Продать — это значит отдать, продать в рынок то, что ты купил. Если мы говорим про фьючерсы, то это немножко другая механика. Это когда ты берешь в залог актив, которого у тебя нету, но заключаешь с биржей договор, либо с брокером, что ты вернешь ему этот актив вне зависимости от цены на рынке. В итоге ты можешь на фьючерсах как покупать, так и продавать. Функционал именно такой. Брокер в моменте выполняет твои указания, и ты пытаешься торговать на рынке. То есть ты являешься участником рынка. Ты можешь видеть, как правило, у брокера не больше, чем похожий экран, потому что, как я уже сказал, что более профессиональный софт дает больше возможностей. И сейчас мы о нем поговорим подробнее. Так как компании, которые не являются брокерами, но в то же время заинтересованы в развитии данной технологии, они выпускают свои программы, которые намного более продуктивны и намного более технологичны. В этих программах есть не только элементы рисования, то есть технический анализ, всевозможные уровни можно отмечать трендовые каналы, в общем, рисовать все, что хочется, но также и добавляют сюда программные возможности, то есть здесь можно добавлять индикаторы. Как правило, есть базовые индикаторы в любом софте подобного рода, есть прям целые сообщества, где выкладывают целые системы на основании индикаторов. То есть специализированный софт несет под собой задачу не только возможность открыть сделку, либо закрыть сделку, но и тщательно проанализировать рынок. В этом основное отличие таких торговых платформ. И, конечно, если ты хочешь продуктивно торговать на рынке, то рекомендуется использовать, конечно же, профессиональный вид софта, нежели простой. Часто бывает так, что опытные трейдеры их объединяют. То есть, например, в профессиональном софте они анализируют рынок, а на простом, то есть у себя у брокера в обычном окне браузера они открывают сделку. И еще одно преимущество профессионального софта — это подключение многих провайдеров данных. То есть
Если, например, я наберу евро-доллар, ты можешь увидеть огромное количество провайдеров, которые могут тебе дать информацию о котировках на рынке. То есть это говорит о том, что ты можешь выбирать, где есть лучшая цена, и там, соответственно, торговать. Наличие выбора – это всегда преимущество. Также в таких программах есть выход на крупнейшие биржи, особенно биржа фьючерсов. Это биржа в CME, которая находится в Чикаго. И там мы смотрим вот эти данные по объемам, чтобы анализировать спрос предложения на основных финансовых рынках мира. То есть, если подытожить, профессиональный софт дает тебе гораздо больше функционала, дает больше возможностей к анализу, более точные данные ты можешь выбрать. А обычный софт, который предоставляет, как правило, брокер, это максимально простая торговая платформа, где ты просто либо покупаешь, либо продаешь. Конечно, со временем брокеры пытаются не отставать от рынка, потому что преимущества одного перед другим очевидным, и брокеры также пытаются добавлять как элементы технического анализа, так и отдельные индикаторы. Стартовый депозит трейдера. Не секрет, что большинство начинающих, которые приходят на рынок через новости, разные слухи, особенно на рынок криптовалют, не имеют полного понимания этой темы. И в этом видео я надеюсь подробно объяснить, что и как лучше делать, чтобы ваш депозит уверенно развивался и вас не ждал провал. Для начала нужно себе дать полное понимание в том, что ваш депозит – это ваш бизнес. То есть вы, зарабатывая либо теряя, вы фактически работаете сами на себя, это и есть элемент бизнеса. И еще нужно о себе понимать, что часто в нашей жизни бывает, что те, кто приходят в бизнес, они не с первого раза добиваются успеха. Это реальность, с этим невозможно поспорить. То же самое в трейдинге. Это, наверное, основная причина, почему так получается, что те, кто приходит в трейдинг, обжигаются и потом везде и говорят налево-направо, что это все развод, это не работает, это все неправда, ну и так далее. Хотя по умолчанию они не соответствовали данному бизнесу. В трейдинге важно соответствовать. Вы не можете быть успешным трейдером, не понимая, как торговать. Это основа трейдинга. Размер депозита вас не спасет от потери, если вы не понимаете, что на уровне дешево нужно купить, а на уровне дорого нужно продать, а не наоборот, как обычно делают новички. В уровень продают и в уровень покупают. То есть в основе вашего успеха лежит в первую очередь понимание рынка, а потом уже размер депозита. При нормальной работе, когда трейдер уже опытный и для него трейдинг это основной источник дохода, то тогда размер депозита уже имеет прямое значение на то, сколько он будет зарабатывать в месяц. Так как в среднем, если мы говорим про консервативную доходность, это в среднем от 2 до 4-5% в месяц по году в среднем, то понятно, что чем больше депозит, тем больше в итоге трейдер получает чистой прибыли. Но для новичка это правило не работает. Тут можно хоть 100 миллионов положить на депозит, но если вы не понимаете, как торговать, просто вопрос времени, когда эти деньги уйдут в рынок, то есть перераспределяться. Поэтому я бы рекомендовал в первую очередь начинающим трейдерам, которые посмотрят это видео, не задумываться о размере счета, а задумываться о том, соответствуете ли вы трейдингу, чтобы не получилось так, что вы, начиная этот бизнес, его просто потеряли. Вы получите негативный опыт, и это может сказаться на всю вашу дальнейшую жизнь. Поэтому моя рекомендация не заострять внимание на размере депозита. Лучше небольшой депозит на старте, некоторое время торговли для опыта, то есть хотя бы сделать 50-100 сделок, системных сделок, осознанных сделок, посмотреть на среднюю доходность по этим сделкам, и потом уже от этой доходности можно уверенно говорить про размер депозита.